Друзья, всем привет! Посмотрите вот на эту магазинную орхидею, которую я купил несколько дней назад. Это как раз тот самый случай, который говорит о том, что не всегда магазинные орхидеи можно оставлять без потрошения. И даже внешний вид орхидеи, хорошие корни, хорошие листья, не дает гарантию того, что у орхидеи где-то в горшке не притаилась какая-то, друзья, болячка, которая при определенных условиях либо вылезет, либо уже она прогрессирует. Просто мы ее еще не видим. И, друзья, даже я, имея достаточно большой опыт покупки и выбора орхидей, не всегда на 100% могу, знаете, прям вот дать гарантию, что эту орхидею потрошить и пересаживать в ближайшее время нельзя. Вот сегодня, друзья, видео как раз об этом. Потому что очень часто заходят ко мне на канал в комментарии, значит, сторонники других маленьких каналов, которые ведут орхо-каналы, орхо-блогеры, ну, такие маленькие, там по несколько тысяч подписчиков у них, и вот они рассказывают некоторые, что вот орхидеи не надо после покупки, ничего с ними делать, все с ними будет хорошо, не надо пересаживать, достаточно только там, допустим, вытащить горшочек, торфяной стаканчик из-под основания, и все. В общем, друзья, с этой орхидеей мы успели только, вот в магазине ее купили, успели только от насекомых вредителей батрайдом обработать, и все, прошло вот буквально несколько дней. И, значит, вчера, поливая орхидеи, всю свою коллекцию, вот обнаружил такую картину. И вчера обнаружил, сегодня снимаю это видео, и значит, процесс прогрессирует, и причем очень сильно прогрессирует. И вот сегодня мы с вами эту орхидею, смотрите, листья отваливаются, опс. Эту орхидею сегодня мы с вами распотрошим и постараемся выяснить, что не так у нее там в корневой системе. Покажу вам, что это за орхидея. Это, друзья, орхидея «Осенний ветер». Вот такая вот красотка. Да, одна из двух осенних ветров, которая была куплена буквально вот в последние дни на нашем канале, когда я делал обзоры из магазинов. И, по всей вероятности, этот цветонос придется ей удалить. Ну что, друзья, давайте потрошить. Значит, сразу наперед хочу сказать, прежде чем залезть в горшок, нужно приготовиться. И я всегда стараюсь по максимуму приготовить и инструменты, и препараты, которые буду использовать. Ну, глядя вот на такую динамику желтения листьев, я, значит, всегда у меня готов к применению Максим. На втором месте, значит, у меня Привикур. Но, друзья, это если он есть в наличии, потому что я знаю, что он очень дорогой и особо его не купишь. Но он у меня есть, и у него заканчивается год, значит, срок годности. Я его накупил, не помню, в прошлом или в позапрошлом году. Но вот у меня остался последний вот 20-миллилитровый вот эта капсула. Мне ее надо израсходовать, поэтому я его, вот он у меня есть. И еще одно средство — это топаз. Вот такой я пользую. 10-миллилитровые покупаю, вот такие вот. Ну, выгоднее получается. В общем, друзья, вот, значит, основные препараты, которые у меня сейчас имеются для того, чтобы вот на всякий случай, то есть по тому, что я там увижу, значит, я уже буду принимать решение, что мне применять из этого. Значит, сразу приготовил я воды литр. Вода у меня вот отстойная, теплая, ну как теплая, комнатная температура, там комнатная температура плюс несколько градусов, там пару-тройку градусов. Кашпо и инструменты, друзья. Инструменты, все, вот самые ходовые инструменты — это скальпель,
вот, зачистку делать. Если нету, друзья, скальпеля, то вместо скальпеля можно использовать, применять вот такой обычный канцелярский ножик. Кончик очень хорошо, значит, помогает. Второй момент — это пинцеты любые. Вот. Но жизнь показывала, что я прекрасно исправлялся без пинцетов. Обычным пинцет у меня был маленький, брови, который дергает, или волосы из ушей или из носа. Вот такой секатор. А если такого секатора нету, я раньше пользовался вот такими ножницами. Первые видео 5 лет назад, ну, примерно такие ножницы. Вот. И еще один момент я упустил. Это у меня всегда присутствует, это, друзья, перекись водорода. Вот, да, перекись водорода. Ну и всякие там тряпочки, салфеточки. Все, вот это основной, значит, набор для вот таких вот, такого рода процедур. Пока в сторонку я убираю все эти препараты. Вот. Все, поехали. Начинаем КВН. Так, достаем нашу орхидею, посмотрим. Вот, когда при покупке я покупал, я видел этот желтый корень. И, возможно, у нас что-то, вот еще лист у нас отпал. Вот, боюсь, лишь бы это не была, друзья, бактериальная, бактериоз, знаете, мокрая. О, еще вытащил лист. Мокрая гниль. Бактериоз есть такая болезнь. Это бактерии, которые, попадая в ткани растения, очень быстро начинают размножаться и просто разрушают, убивают живую ткань растения прям за считанные часы, в зависимости от условий, от температуры. Вот. На самом деле, так, давайте посмотрим. Я внимательно смотрю на грунт. Присутствуют ли здесь какие-либо насекомые, которые могли бы привести к болячке. Но, вы знаете, если они и есть, то, ну вот, я вижу подуры, мелкие такие, микроскопические. Но их не такое количество, которое бы привело к болячке такой. Да, но мы сейчас выясним, в чем причина. Так, значит, сперва мы убираем грунт. Вот. Хопа. Теперь торфяной стакан удаляем отсюда. Корни у нас. Так, ну что, друзья, давайте я, наверное, вам вот так поближе сделаю, чтобы было лучше видно. Вот. Убираем. Так, я пытаюсь определить, знаете, вот на внешний вид смотрю, допустим, вот этого корня, как будто он, знаете, в слюни похож, такой желеобразный. Но нет, я до него дотрагиваюсь, он очень такой плотный. А это дает надежду на то, что у нас не бактериалка, а обычная, допустим, черная гниль, которая тоже дает вот такой результат. Вот, когда начинает основание гнить, обычная черная гниль, она перекрывает гниением, значит, как сказать, каналы, поступающие в растение, ну, в листья, да, и растение начинает от неполучаемых сока, да, начинает вот так вот желтеть лист и потом раз отпадает. Бактериалка, она поражает ткани, хотя нет, вот она, друзья, да, вот она бактериалочка, вот они слюни. Вот, только начался процесс, вот он. И этот процесс, друзья, в этом злосчастном... Да, Митя аж возмущается где-то там вдалеке. Так, ну что, тогда нам понадобится Максим, друзья. Максим в таких случаях тоже может помочь. Значит, несмотря на то, что он контактного действия, когда слишком большая, значит... как сказать, поражение, то Максим, наверное, уже как бы особо может и не справиться. Но тут зависит все от того, насколько мы
хорошо зачистим все это дело. Так, ну, тут жалеть как бы пораженные корни не стоит. Так, друзья, цветонос я убираю, все, он не нужен, потому что здесь у нас серьезная болезнь, и нам нужно удалить его, чтобы орхидея не тратила силы на него. Конечно, я его поставлю в бутылочку с водой. Вот такой вот, посмотрите, друзья, биглип, красавчик. Вот. Вот такой красавчик. Ой, жалко. Ну, а что делать? Такова участь архамана. Вот. Продолжаем чистку. Сейчас мы убираем все внешне. Вот, внешне убираем. Вот это все мы зачищаем. Вот эти тоже я убираю. Так, эти, наверное, корни я тоже, наверное, уберу. Они нам не нужны. Хоть они и зеленые, но у них болезнь в начале, вот видите, поражена, то есть вот здесь поразила. То есть уже толку от них не будет. Они все равно, эти корни мертвые. Вот она поражает, видите, поразила. Я же говорю, внешне я посмотрел, хоть они и твердые, но это уже мертвый корень. Вот это вот. Хоть он и твердый, но он уже прозрачный. То есть его бактериалка поразила. Мы его, друзья, удаляем. Да. Как это не печально. В общем, друзья, здесь у нас прям... Эх, жалко кака. Как жалко. Ну, куда деваться? Вот она, вот она. Вот она, видите? Жижа. Вот. И вот это вот все торфяной стаканчик нам сделал. Вот. Да. Поэтому вот как раз это, я думаю, что без комментариев. Вопрос тот, что нужно ли нам, да, это все мертвое, нужно ли нам удалять стаканчик, пересаживать, не пересаживать орхидею сразу, потрошить, не потрошить. Так, ну что, вот это вот мы сейчас все, я возьму сперва салфетку и все вытру. Вот эту весь кисель этот, по-другому я его назвать не могу. А это кисель вот здесь у нас. Я убираю. Уже подобные у нас много видео на канале. Очень много, где в подобных ситуациях мы прекрасно применяем. Вот видите, гуска отошла. Так, теперь вот будем сейчас вот это все снимать, чешуйки все эти, вплоть вот до этого листа. Вот. И вот в подобных ситуациях у нас уже были орхидеи, хотя здесь я вижу, что, конечно, прям вот все не по-детски ее поразило. Вот, еще бы чуть, мне кажется, прям вот день. Вчера, если бы я бы это все дело чистил, вот, вчера было бы, скажем, меньше бы вот этой вот гадости. Вот. Сегодня уже больше. Вот. Но, друзья, за всем не уследишь. Вот. Опять же, орхидеи должны быть, я считаю, что для нашей жизни, а не мы для орхидей. Нельзя свою жизнь прям вот, знаете, круглосуточно вокруг них скакать. Вот. Ну, что происходит, то происходит. Да, конечно, обидно, если такую орхидею, допустим, купить задорого. Я эту орхидею купил, что-то не помню за сколько. Ну, рублей, наверное, за 460, что-то такое вот. Ну, не помню. Ну, в общем, недорого. Вот. Поэтому я, конечно же, возможно, и так себя чувствую, знаете, ну и ладно. Вот. Конечно, другое дело, когда купить за 2000 такую орхидею, потом получить то, что получил, да, конечно, это не совсем хорошо. Так, ну что, следы, знаете, это у нас, наверное, фузариоз. Вот. И, кстати, от фузариоза тоже Максим в какой-то степени помогает, если нам счистить вот это вот все. Вот эти вот проявления, видите, загар вот этот вот, пионовидный, лиловый, это следы грибка, по всей вероятности, фузария.
Он завелся здесь в основании. Так, а что я ее? Этот лист нам тоже удалять надо. Вот, он уже нам не поможет. Да. Вот, багрянец этот. Вот, и теперь мы это все жирно, друзья, жирно будем замазывать Максимом, как в старые добрые времена. Еще вот здесь вот я вот так вот срежу. Вот. Замазывать все это Максимом. Одна надежда сейчас на Максим. Так. Что он контактным методом поможет нам избавиться от этой всей. Вот это вот я счищаю все. Сейчас неудобно мне. Хочется, чтобы и вы видели. Прям шкаблю все пораженные ткани. Все мягкое удаляю, счищаю. Вот, видите, прям срезал. Так. Так, ну вот здесь он такое себе вроде живое. Так, ну что, будем замазывать, друзья. Вот здесь вот была пимпочка корневая. И вот здесь тоже, видите, вот с этой стороны и с этой стороны. Вот, ну что делать? Будем мазать Максимом. Да, забыл еще сказать, что для Максима у нас всегда должна быть кисточка жесткая, вот такая вот. Так, ну что, тогда мне надо взять маленькое блюдечко. Тоже не взял я. Вот. Ага. Вот такое вот блюдечко возьму, маленькое. На самом деле у нас есть плейлист на канале, который называется «Максим для орхидей». И подобных историй, которые вот сегодня происходят, вот то, что вот я сегодня делаю, таких историй очень много на канале за столько лет, когда я еще покупал уценочки, простые орхидеи в магазине, ну то, что было. И мы вместе с вами их выхаживали. Поэтому подобную процедуру я проделывал не раз. И в этом Максим мне очень-очень помогал в этом деле. Так, ну что, беру блюдечко. На блюдечко, ну вот, думаю, он 2 миллилитра тюбик. И начинаем. Можно было бы сюда сразу накапать, но прям вот так вот, прям тыкаю, чтобы во все поры, везде вот этот Максим, он зашел. Но важно, друзья, еще раз повторюсь, потому что мне вот часто присылают, кстати, фотографии своих вот таких вот безнадег, вот, где, значит, замазывают Максимом. И потом, значит, меня спрашивают: ой, Максимом замазали, что-то ничего не помогает, орхидея дальше продолжает это погибать. А я смотрю на фото, а там, знаете, вот все, что я сейчас счистил, вот это все оставлено, и просто вот сверху вот этих вот чешуек, сверху этой черноты, сверху вот этой вот гадости всей, киселя этого, вот просто сверху намазюкано толстым слоем шоколада, вот этим вот красным. Вот. Корни замазаны. Корни не надо мазать, они тут, нужно вот тут вот основание. Вот видите, вот здесь вот, где пораженное все, мазать. Вот. Корни-то зачем? Здесь, кстати, цветонос тоже можно удалить, но
мы за него держимся. Потом, если он будет прогрессировать, я его срежу. Вот, все. Вот таким макаром я ее замазываю. И немножко сюда вот на шею. На шею Максим, он какие-то стимулирующие свойства оказывает на появление корней. Вот так вот. Это уже доказано и наблюдениями тех, кто до меня это делал, и уже наблюдениями тех, кто с нашей подачи это стал делать, когда мы во всеобщую аудиторию вынесли эту тему. Люди стали это делать и заметили тоже, что Максим как-то стимулирует рост корней. Все, друзья, вот такая вот процедура. То, чего я боялся, как говорится, бойся своих этих желаний, да, ну вот, как бы, боясь, пожелал, что вот вдруг так будет. И точно, вот так и произошло. То, как я представил, что будет, вот так и все вот сейчас и происходит. Вот у нас 2 листика. Такая вот картина. Так, все это нам не нужно уже. Убираем. Вот. Значит, теперь, что я буду с этой, вот с этим всем делать? Так, одну минутку. Я вот это вытру. Ух. Стол я замазал немножко. Вот, значит, что я буду делать с этим теперь? Я теперь это все, вот эту вот всю историю, вот этот осенний ветер ставлю в кашпо, вот в это вот, и ставлю его пока без воды, значит, на пару дней без воды, вот так вот, чтобы у меня засох вот этот вот Максим. Да даже, наверное, не на пару дней, а вот на сутки. В общем, пока не засохнет. А он засохнет уже за сутки. Вот это высохнет, корочка покроется. И в это кашпо я налью воды, ну вот до этой выемки, чтобы основание орхидеи не стояло в воде. Все, поставлю на полку, на полочку. Ну, в общем, туда поставлю, где стоят цветы, под искусственное освещение. Ну, если, конечно, есть у вас окно хорошее, светлое, где много света, можно туда поставить. Ну, если нету, то вот просто на полку к цветам где-нибудь в уголок. Вот, все. И не трогать несколько дней. Мы забываем про эту орхидею. Ну, как забываем? Мы ее наблюдаем за ней, смотрим, не распространяется ли у нее вот эта вот желтизна, не желтеют ли листья, то есть смотрим, вот, ничем не прыскаем, ничего не делаем, вот просто за ней наблюдаем. Если у нее желтизна не расползается, все, она у нас стоит несколько дней, и через несколько дней мы к ней вернемся со следующими процедурами стимулирующими ей толчок, мы будем ей листочки обрабатывать. Если у нее желтизна появилась, то начинаем смотреть, в чем причина, и проделывать следующие процедуры зачистки, либо уже другим каким-то средством начинаем опрыскивать. У меня фундазола нету, поэтому и нет возможности его купить, настоящий фундазол, не тот подделочный, что в основном продается. Вот, а вот именно настоящий. Поэтому я и не пользуюсь фундазолом, потому что он у нас в магазинах, ну, его нету в магазинах. А покупать в интернете, это тоже, знаете, та еще история. Вот, поэтому я применяю вот много лет Максим, Топаз. Это основные мои, самые первые. И вот уже много лет я ими пользуюсь. И много вот подобных реанимах вытащил. Ровно так же, как и подписчики, зрители нашего канала тоже такие реанимашки повытаскивали с пути в Орхорай. Ну и сейчас пользуюсь вот привикуром, ну это потому что удалось мне его купить по 140 рублей. Вот такой вот этот в магазине в Ашане купил со скидками большими. Вот. А так в основном это вот эти средства Топаз и Максим. Вот, сегодня Максим. Если у нас будет что-то где-то прогрессировать, возможно, мы еще обработаем Топазом. Ну, будем смотреть. Либо привикуром. Ну и все. Все, друзья. Через несколько дней мы вернемся к этой орхидее. Ну, а пока всем хорошего настроения. Достану эту красотку.
Вот. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Ух, у меня собака как захрапела. Вот. О, вот так вот я натюрморт сделать. Вот так. Вот, друзья. Все. Всем, друзья, хорошего настроения и всем до встречи в следующем видео. Всем пока.